Всем привет! Хочу посмотреть для вас на этих картах первые весточки весны. Первые звоночки, первые весточки весны. Это игральные карты. Что принесет весна? Устраивайтесь так, чтобы вам ничего не мешало, и вы получили для себя нужную информацию. Итак, что же принесет весна для тех людей, кто зашел на огонек? Вот здесь карты все разложены. Я буду интуитивно брать карты и трактовать для вас. Не все должно, конечно, резонировать. Кое-что будет больше резонировать, кое-что меньше. Первая карта. Восьмерка трифовая. Это успех в делах. Дела пойдут лучше, будет работаться веселее и будет лучший результат. Восьмерка – это, конечно, бесконечная удача. А трифовая масть в делах, в реализации себя – а также здоровье поправится. Весной поправится здоровье. Что еще принесет весна? Ну, это встречи с друзьями, с любимыми, это свидание. Это туз треф, это где-то в казенном доме или на моле, то есть в торговом центре, может быть в парке, но это встречи. Это в каком-то людном месте, там, где люди собираются. У вас будут встречи, разговоры. Такое, знаете, щебетание птиц, такое больше движения, состояние каких-то перемен, какие-то выгодные дела будут делаться, какие-то приятные хлопоты. Туз – это, конечно, начало чего-то очень приятного. И главное, что приятные новые отношения могут быть или для дружбы, или для любви. Будут завязываться новые связи. Что еще? Какие весточки? Первые весточки весны – это ваш портрет. И ваши, может, подружки, мамы, сестры, может, какое-то дело вместе будете делать. Или же портрет человека, не обязательно женского пола, но какие-то будете приятные вещи вместе делать. Может быть, какие-то дела домашние, хлопоты домашние, заботы. Может быть, здесь какую-то одежду переделаете, знаете, под весну, под себя подстроите, чтобы одежда соответствовала. Фигура здесь хорошая. Но восьмерка бубен – это, конечно, радость и взаимодействие. Вторая восьмерка – приятное взаимодействие. Бубен – это ценные бумаги какие-то будут продвигаться где-то в каких-то инстанциях. В общем, дело спорится. Такая созидательная карта, а также денежный вопрос решится. Здесь могут быть покупки, продажи успешные. А также, как я сказала, может, что-то себе пошьете, свяжете на весну, что-то свеженькое, приятное. А здесь могут быть подарки. Бубен – это могут быть подарки от любимых. Что еще принесет весна? Мужчину принесет. Такой Евгений Онегинский герой. Ну, не обязательно Евгений Онегин. Это, конечно, не всегда положительно. Но, в общем, герой. Это может быть и другой человек. То есть это эпоха онегинская, это эпоха Джейн Остин, кто не знает, это вот когда читали романы, потому что не было еще ни интернета, ничего такого не было. Кто-то читает письмо от вас, или кто-то пишет вам письмо, это какой-то мужчина, может, начитанный, умный, грамотный, профессиональный. Четверка червовая, кто-то в вас уже влюблен. Кстати, вот до начала весны уже кто-то влюблен, вами интересуется. Какие-то встречи, может, познакомились, теперь встретитесь. Знакомство по интернету, а потом встретитесь. Сейчас многие знакомятся по интернету, но там грамотно нужно знакомиться, конечно. Встречи, знакомства, приятные разговоры. А вот здесь тоже примирение. Если был какой-то конфликт, какие-то, знаете, бесплодные вот такие конфликты, вражда, потому что кто-то наговорил, поссорил вас, то здесь примирение. Кто-то хочет встретиться, кто-то уже пишет вам письмо, свидание. Но червовая масть – это, конечно, любовь, а четверка – это стабильная любовь. Вот человек, даже если наговорили, что-то вас поссорили, то этот человек, он не поверил этим наговорам. Может, переживает, хочет встретиться. Какая-то дорога выпадает вам, любовная дорога. Или известие. Вообще бубновая масть тоже известие. Еще что принесет весна, весточки весны. Очень хорошая карта. Здесь у нас тоже Таро подразумевается, старшие арканы. И это карта мир. Написано, вот видите, world, the world, то есть мир. Карта мир.
по Таро. Это очень мощная карта, в них много информации. И туз бубен, конечно, это прежде всего ценные бумаги, деньги и выгодные покупки или продажи. Ну а карта мир – это новый цикл. У вас начинается весной, новый цикл жизни будет весной. И этот цикл будет связан с тем, что у вас будет лучшее положение, потому что туз бубен – это решение вопросов. Те вопросы, которые, может быть, вы решали всю зиму, не могли решить. Может быть, были связаны с этим какие-то третьи лица, которые мешали. Например, начальник самодур у кого-то, или в семье кто-то самодур есть, да? Кто-то превышает свою компетенцию, превышает свои полномочия. Если такое было, то вот здесь вот я вижу решение проблем. И вы пополните силы. Может быть, с мужчиной ссорились, и истощение какое-то было, моральное или душевное истощение. Здесь силы восстанавливаются, и отношения восстанавливаются. Туз бубен – хорошая карта. Еще один старший аркан – это карта The Hermit, или же Отшельник. Вот. Компонуется с игральной картой девяткой бубен, а девятка бубен – это уже решение, принятое окончательное. Может быть решение в суде в вашу пользу, окончательное решение касательно денег, финансов или же спорных вопросов. И дела идут хорошо. И вы при какой-то очень хорошей дороге, и при каких-то очень конструктивных разговорах. И если были неприятности, то, конечно, отшельник всегда приносит успокоение, то есть решаются вопросы. Какая-то, может быть, опять же, вражда, говорю, или какой-то конфликт, то здесь решение конфликта. Весной все решится в вашу пользу. Еще что принесет весна? Ну, смотрите, вы оглядываетесь здесь, да? Вы оглядываетесь назад, и это у нас паж. Пажи – это всегда сомнения, недоверие, поиск, какие-то заботы. Но вообще паж, пик – это всегда пустые хлопоты. Вот не оглядывайтесь назад. Это пустые хлопоты, которые вам абсолютно не нужны. Не оглядывайтесь назад. Никогда. Вы при дороге, вы при удачной дороге, вы при встречах, при приятных разговорах, потому что восьмерки – это приятные деловые разговоры, трифовые и бубновые разговоры о деньгах. В общем, все нормально, не оглядывайтесь назад только, да? Вот такая вещь. Угу. Вам надоело бояться. Вот, может быть, вы и боялись, да? Такой зайчик, который больше не боится. Понимаете? И не живет в фантомном мире больше. Потому что назад оглядываться – это все равно, как смотреть на фантомы. А если кто не знает, фантомы – это то, чего уже нет. Что было, да, прошло. Это такой иллюзорный мир, фантомный. Не оглядывайтесь назад. Не делайте акцент на том, что уже прошло, было, да, прошло. А вот так и все, да? Если кто-то вам задает вопросы, такие какие-то провокативные, просто слушайте и делайте соответственные выводы. Не сосредотачивайтесь на ущербных людях, кто все переводит на деньги или на выгоду. Понимаете? Но у вас будет какой-то денежный интерес, который выгодно решится в вашу сторону. Тройка треф. Это приятный разговор, это решение, это вот гармония. Здесь инструменты музыкальные. Видите, намек на то, что тройка треф – это удачный разговор, который пойдет в правильном русле этот раз. И, может быть, было какое-то злодейство, но теперь все разрешится. Теперь будет видно, кто есть кто, маски срываются. И вы не боитесь никого. Срываются маски из врагов, потому что валет пик – это может быть враг. Кто-то к вам очень расположен. А если даже и плелись какие-то интриги за вашей спиной по вальту пиковому, то это все решится. Люди увидят, кто есть кто. По поступкам будут ценить людей, да? Здесь вы отдохнете, может быть, при друзьях, потому что музыкальный инструмент – это приятный отдых, примирение. И на сердце вам, конечно, ложится вот трифовая масть и бубновая. Трифовая – это улучшение состояния здоровья, и бубновая масть – это успех в делах. Что еще может прийти к вам весной? Видите, опять бубновая масть – это радость и финансы. Ну вот этот злой человек,
пиковый валет меняется на вальта бубнового. То есть уходит кто-то, кто хотел вас использовать, приходит настоящий друг, проблемы решаются, это денежная карта идет. Да, чья-то хитрость, она будет видна. Хитрость — это пиковый валет, и вы останетесь при том, что у вас все будет прекрасно. Это вы человек, который победил обстоятельства. Вы победили обстоятельства. Это благосклонность друзей и домашних. И если были какие-то дурные обстоятельства, то они пройдут, потому что темная масть меняется на светлую масть. Счастливый исход событий. Я вижу какие-то разговоры, может, разговоры вот в доме или на работе, какие-то деловые разговоры, конструктивные. Что еще скажут карты? Да, действительно, деловое и насчет здоровья, потому что трифовая масть, вот это оно и есть. Какие-то неожиданные предложения, прибыль, утешение, решение каких-то, может, разбирательств судебных, или же это какую-то информацию ценную получите. Видите, сколько книг. Ценная информация. И эта ценная информация вам даст идею, что делать дальше. Если какой-то был обман, хитрость других людей, я здесь вижу. Да, если была хитрость, то вы получите ценную информацию теперь. Все прояснится. Это общий расклад, дорогие. Знаете, что не все моменты с вами будут резонировать, но много помощи получаете. Шестерка, опять трефа. Трефа, конечно, это улучшение самочувствия. Вам помогут, вас поставят на ноги. Какие-то сердечные свидания, какие-то приятные, неожиданные предложения о помощи. Кто-то вас спасет, поможет, кто-то посодействует, может быть, во влиятельных кругах. И восстановится справедливость по шестерке треф. Восстановится, конечно, справедливость. Что еще даст весна? Любовь даст весна. Шестерка червовая — это любовь, которая была, есть и будет. Очень стабильные, счастливые отношения, все желания исполняются. Червовая масть, конечно, это большой любовный интерес от почтенного человека, который к вам очень расположен. Вам ложится здесь свидание, на сердце ложится радость, любовь. Это высокая карта, это карта любви. А также я вижу много денежных карт, потому что много бубновых карт на весну. Что еще на весну? Ну, двойка червовая, это, конечно, как двойка чаш по Таро, да, когда есть праздник, это может быть свадьба, это вечеринка, это день рождения, это что-то очень приятное, очень приятное. Загадайте себе эту карту как на оберег-талисман, потому что здесь это же ваши сердца венчаются, да. Это очень хороший знак. Вот это все даст весна: любовь, деньги, восстановление сил, восстановление энергии. Это вам даст весна. Вот как карты эти показали все четко, да? Итак, мои дорогие, все для вас, все вам на пользу. Так что пользуйтесь себе на удовольствие. Повышайте свои вибрации, потому что я вижу, что у вас будет любовь. Весна принесет много радости, много-много радости, обрадует вас. Весна вас обрадует, это наверняка. В этом даже нет никаких сомнений вообще. Люблю вас, обожаю, желаю вам счастья. Кто не знает, Лена, Ванкувер, Канада. Приходите, чтобы получить помощь и с пользой провести досуг. Это приятно и полезно. Заговоренные, конечно, у нас здесь растения живые для вас. Пока-пока, мои дорогие, будем видеться.